Какое самое адское место в Варкрафте? Претендентов на это звание много. Можно вспомнить Утробу, Расколотый берег, Выжженные земли и много других зон. Да, там жить плохо. Но есть место, где людям доводилось выживать в адских условиях в течение многих лет без возможности его покинуть. Я говорю о Запределье, которое превратилось в одну большую умирающую зону. Когда экспедиция Альянса осталась запертой на 20 лет за темным порталом, им пришлось пройти 9 кругов ада, чтобы сохранить свою жизнь. В этом ролике я хочу поговорить о том, как они выживали и что чувствовали. Для начала нужен контекст. Дренор – родной мир орков. Там они жили, процветали. Но потом с помощью Гул'дана и Нерзула орки начали заигрывать со скверной. Дренор из-за скверны и деяний орков начал умирать. Орки построили темный портал и отправились в Азерот, что запустило цепочку всем известных событий. В игре прочувствовать, насколько все было плохо в умирающем Дреноре, сложно. Но чтобы понять, как выглядел Дренор незадолго до Первой войны, можно взглянуть на киновселенную Варкрафта. Да, она имеет сомнительную каноничность, но, думаю, неплохо передает ту атмосферу уныния, которая творилась в Дреноре. Локация, где был построен темный портал, уже давно не была тем ярким и цветущим местом, как много лет назад. Зона напоминала пустошь с редкими, грубыми скалами. Живность полностью вымерла, вокруг только песок, скалы и бури. Нет намеков даже на наличие воды. Скот практически вымер. К моменту открытия темного портала орки испытывали проблемы с провизией, еды банально не хватало. Поля не росли, а животные начали вымирать. В сюжетных источниках даже были упоминания, что некоторые кланы орков могли нападать на других орков ради еды. Помимо киновселенной у нас есть и другой, тоже весьма сомнительный источник. Ранняя версия Запределья. Как многие слышали, то Запределье, которое мы увидели в Burning Crusade, отличалось от того, которое было найдено исследователями во времена Ванилы. Так вот, в ванильной версии полуостров Адского Пламени даже обладал какой-никакой живностью. Рядом с темным порталом находились грибообразные деревья, прорастали огромные ростки шипами, даже было своеобразное подобие лесов. А в небе можно было встретить парящие летающие деревья. Да, как версия от фильма, все выглядело удручающе. Даже деревья выглядели иссохшими и напоминали по атмосфере западные чумные земли. В этой версии Запределье было скорее гнилым, но сохраняющим задатки жизни. Но что там, жить было плохо. После того, как орки прорвались через темный портал в Азерот, началась Великая война. Люди проиграли, а Штормград был захвачен. Но вскоре Альянсу удалось отыграться и уже во время Второй войны оттеснить орков и поставить Орду в удручающее положение. Так как Альянс осознавал, что орки в Дреноре все равно могут представлять существенную угрозу для людей в будущем, было принято решение организовать экспедицию Альянса. Они должны были пройти через темный портал и сокрушить остатки орков. Экспедиции удалось основать в Дреноре несколько крепостей и поселений, о которых мы поговорим позже, а также нанести существенный удар по оркам. Однако вся эта кампания за темным порталом имела трагический конец. Нерзул, чтобы спасти остатки Орды, попытался открыть множественные порталы в другие миры. Экспедиция разрушила темный портал, а из-за проделок Нерзула сама ткань реальности начала разрываться. Дренор начал рушиться, умирать и превратился в всем известное Запределье. Портал в Азерот, являвшийся ключом к спасению, был уничтожен. Следовательно, те, кто оказался за темным порталом, при всем желании не могли вернуться домой. Они оказались в ловушке без всякой надежды. И теперь мы переходим к главному вопросу. Каково же было тем, кто оказался заперт за темным порталом? Нам достоверно известно, что экспедиция имела несколько аванпостов, которые продолжили функционировать даже после тех трагических событий. Одни со временем пришли в запустение, другие сгнили, но оставались маленьким огоньком надежды. Самый главный центр остатков экспедиции — это оплот чести. Когда темный портал был уничтожен, а армия осталась в полном непонимании, что делать, то Ролеон указал на оплот чести и сказал: «Пойдемте домой». В головах героев было полное осознание, что этот маленький оплот еще на много лет станет их основным домом. На то, чтобы построить эту крепость, Альянсу пришлось отдать много жизней. Как упоминалось в книге Beyond the Dark Portal, силы людей потратили месяцы на то, чтобы заложить эту крепость. И еще много месяцев, чтобы завершить постройку стен и нескольких зданий внутри. Что же мешало строителям быстренько завершить постройку?
орки. Орки устраивали нескончаемые атаки на крепость, поэтому оплот чести превратился в жестокое поле боя. Когда экспедиция оказалась в ловушке, дела шли не очень. Смерть и отчаяние – вот что преследовало тех, кто выбрал бороться за жизнь. Еды, как было сказано ранее, даже до разрушения темного портала было немного. А вокруг бродили жуткие монстры. Выжившие инициировали целый ряд поисковых миссий, чтобы отыскать потерянных союзников. Большинство людей, которых мы встретили, когда темный портал снова открылся, были стариками, которые чудом выжили. Хотя были и те, кому удалось родиться в Запределье. Таких было немного. Достоверно нам известно только о одном таком человеке, который обитает во плоти чести. Этот мужичок никогда не видел ни зеленых полей Азерота, ни другого мира, кроме умирающей оранжевой пустыни. Его родители, которые прибыли из Азерота, давно мертвы. Они ему рассказывали, как прекрасно было в Азероте. Он мечтал о том, что однажды покинет это место. Но он горит желанием хранить честь его семьи и поэтому остается в Запределье. Помимо рутинного выживания, члены оплота чести занимались слежкой за Пылающим Легионом. По словам Даната, лидера крепости, они в течение многих лет отслеживали передвижение сил Легиона, а после повторного открытия темного портала активность демонов существенно возросла. Жители в диалогах радовались тому, что теперь идет подкрепление из Азерота, однако были и те, кто наоборот, противился воссоединению с Азеротом. Самый большой критик Альянса – это Волхв Филинтус. В диалогах он бурчал на то, что герои открыли то, что должно было быть веками закрыто, сетовал на то, что они 20 лет провели в изоляции и тут внезапно понаехали, говорит, что 20 лет потеряны впустую и он этого не выносит. В остальном, я думаю, мало кто был против открытия портала. Насколько тяжело было выживать на полуострове Адского Пламени? Из книги о Илидане, в которой рассказывается история Маев, которая по всему Запределью пыталась отыскать своего бывшего заключенного, нам известно описание некоторых зон. Каждая локация, по которой она проходила, было испытанием. Пребывание Маев на полуострове Адского Пламени описывалось так. Она сделала еще один вздох сухого воздуха. Она бывала в местах Азерота, которые были такими же сухими, но что-то на полуострове заставило ее почувствовать жажду сильнее, чем она даже была в пустыне Танариса. По крайней мере, там она знала, что океан был близко. Пока что они не нашли никаких доказательств того, что в этом месте было море. Насколько она могла судить, Запределье плавало в огромной пустоте, а воды было мало. Еще хуже Маев описывала Зангартопь. Это место было куда более странным и страшным. Там хоть и была вода и живность, там было множество опасных существ и, самое противное, паразитов, которые убили несколько ее стражей. Жителям другого поселения экспедиции повезло куда меньше. Перенесемся в современную Пустоверть. Киринвар был основан магами Киринтора, когда Дренор еще был относительно спокойным местом. В городе был порт, а также своя армия магов. Но счастливо жили они совсем недолго. На них совершались постоянные налеты орков, а вскоре мир был разрушен на части. Пустоверть пострадала сильнее, чем полуостров Адского Пламени. Вам кажется, что маги впали в отчаяние? Нет. Некоторые даже были счастливы оказаться в такой необычной ситуации. В игре мы можем найти любопытную книгу с записями выживших. Согласно записям архимага Варгота, даже годы спустя после уничтожения портала они устраивали каждый день пиры с помощью магической еды. Если судить по размерам, это было одно из крупнейших поселений людей. Там было много домов, кузница и даже церковь. Маги с упоением изучали новый мир. В разрушении Дренора обнаружились некоторые положительные стороны, ибо последовавшие за этим магические процессы оказались чрезвычайно интересными для изучения. Через 600 записей маг звучал уже менее энергично. Он писал, что их атаковали воины принца Кельтаса. Они все уничтожают, а также взорвали манобомбу, которая разрушила город. Он успел оградить башню силовым щитом. Остальные, скорее всего, мертвы. В последней записке он говорит, что оказался в ловушке. На первом этаже башни установили огромного голема, который атаковал всех живых. Из-за этого он больше не мог покинуть башню. Зато у него появилось свободное время прочесть все книги, которые находились в этом здании. Оплот магов Киринтора просуществовал 17 лет. Еще один оплот участников экспедиции расположен в другом адском месте, в долине Призрачной Луны. Скверна окутала эту зону с ног до головы. Именно в этих краях Гул'дан и Нер'зул начинали экспериментировать со скверной.
Вскоре это место стало пустошью. Вместо озер и рек здесь течет зеленая жижа. Вместо зарослей – смерть. Тут не растут деревья, а живность либо вымерла, либо сильно преобразилась и была вынуждена адаптироваться к новым, более жестоким условиям. В целом, крепость довольно неплохо держалась все эти годы, учитывая в каком скверном во всех смыслах месте она находилась. Сейчас стены крепости полуразрушены, а на дворфов совершаются налеты сил демонов. Дворфам немного не повезло с расположением. Как мы узнали в одном из заданий, дворфы построили свою крепость на коренных землях одного из кланов орков. Долгие годы духи орков дремлили и не давали о себе знать, однако в какой-то момент все изменилось. Духи пробудились и начали кошмарить дворфов. Героям Альянса пришлось помогать дворфам успокаивать души этих орков. Впрочем, даже без этого жизнь в долине Призрачной Луны была не сладкой. Это было шумное место, где бурлил вулкан, изливалась скверна. В книге о Иллидане, когда один из героев пытается найти крепость Иллидана, описание локации было таким. Позади него ворчал огромный вулкан, известный как Рука Гул'дана. Пылающий рев зеленых метеоров царапал небо, пока они летели к земле. От их удара земля задрожала, как испуганный зверь. Вдали вырисовывались гигантские стены черного храма. В долине царило буйство шума. Он сомневался, что кто-нибудь из стражников сможет услышать его за грохотом вулкана и ревом ветра. Ну и последняя крепость была расположена уже в более приветливом месте, в Таракарских лесах. В отличие от полуострова Адского Пламени, Пустоверти или Долины Призрачной Луны, эта зона сохранилась довольно хорошо. Хоть из-за скверны леса выцвели и приобрели болотно-серый оттенок, здесь по-прежнему бурлит жизнь, текут реки, растут деревья. Члены экспедиции это тоже понимали, и лучше было располагать крепость там, где ты сможешь хотя бы себя прокормить. Когда экспедиция была в этих местах, произошел забавный случай. Донат Троллебой, один из лидеров экспедиции, приказал людям разбить лагерь в этих местах. Утром армия должна была атаковать орков на рассвете. К удивлению, когда он через несколько часов вернулся в лагерь, он обнаружил не только палатки, а и столбы, которые очерчивали будущую площадь. Когда он спросил, что тут происходит, ему ответили, что люди считают это место прекрасным для постройки форта. Позже Донат произнес: «Ваши люди были правы. Это место не только имеет стратегическое значение, но это единственное место, которое мы видели на планете и которое не было красным и безжизненным. Этот лес, по крайней мере, все еще живой. Если мы когда-нибудь вернемся в эти леса и завершим то, что было начато здесь сегодня, мы назовем форт Бастионом Алерии. Это уместно. Орки уничтожили большую часть Кельталаса, и поэтому взамен мы заявим права на этот единственный зеленый регион, оставшийся в этом заброшенном мире. А если нет, эти столбы будут стоять как напоминание о том, что Альянс вошел в этот лес и объявил его своей собственностью». Так и произошло. Альянс позже основал тут большую крепость, где объединились люди, высшие эльфы и дворфы. Заведовал этой крепостью капитан Аурик Ловучий Солнца, так как Алерия и Торелион в какой-то момент исчезли. Хорошо, с жизнью в последних оплотах экспедиции все понятно, но сколько членов экспедиции осталось в живых? Прямо сказать, оценка численности задача сложная. Раньше Blizzard публиковал RPG-книги, где давались численные оценки популяции разных городов и поселений. Благодаря этому мы могли узнать население даже какой-то захудалой деревеньки, о существовании которой все успели давно забыть. К сожалению, для Burning Crusade Blizzard не стала делать отдельную RPG-книгу. В лучшем случае мы получили игровой гайд, но там особо интересной сюжетной информации попросту не было. Более-менее нам известно о том, сколько сломленных дренеев успело попасть в Азерот. Незадолго до уничтожения темного портала, небольшой группе сломленных дренеев удалось проникнуть в наш мир. В болоте печали в Ваниле мы могли найти одну деревню, где они обосновались. Многие сошли с ума или даже начали нападать на своих сородичей. Согласно упоминаниям в сюжете, перебраться в Азерот удалось 750 сломленным. Все, это все данные, которые хоть как-то были связаны с Запредельем. Давайте попробуем посмотреть на данные других крепостей, население которых нам точно известно, чтобы прикинуть, сколько жителей могло быть в разных крепостях. Валгард – это поселение Альянса в Нардсколе. Поселенцами стали члены другой экспедиции Артаса, когда принц прибыл в Нардскол, желая убить Натрезима. Когда Артас предал своих людей и убежал в ледяные пустоши, его армия, а вернее те немногие, кто выжил, решили основать свое поселение – Валгард.
В Волгарде проживает 5000 человек. Тирагарская крепость. Крепость Альянса, которая находится в Дуратаре. Многие игроки Орды множество раз натыкались на это место во время выполнения квестов. Население 200 человек. Каменная стража. Крепость людей в Красногорье. Население также 200 человек. Крепость Северной Стражи, которую мы можем найти в степях. Население 150 человек. Крепость Громового Топора в Пустошах 1000. Крепость Кровавого Паруса 500 человек. В общем, грубо говоря, население крепостей в Варкрафте варьируется от нескольких сотен до, в особо редких случаях, 1000 и более жителей. Причем Волгард особенно сильно выделяется. Можно предположить, что является натягиванием совы на глобус, что в Запределье были подобные порядки в каждой крепости, а с учетом тяжелых условий людей могло быть еще меньше. Как бы то ни было, те, кому удалось в течение 20 лет выживать в адских условиях Запределья, можно назвать героями. Каждый день они боролись за жизнь, сражались против чудовищ и молили всех богов, чтобы все это закончилось. Надеюсь, в будущем Blizzard нам позволит больше узнать о том, каковой же была жизнь в течение тех 20 адских лет за темным порталом, и что там происходит сейчас. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!